Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про одно из самых необычных и атмосферных мест Монреаля, где ты буквально путешествуешь через 5 экосистем Америки, не покидая одного здания. Будут и настоящие тропики с пальмами и с капибарой, залив Святого Лаврентия, ледяная Арктика с пингвинами, лес Квебека и скалистые берега Лабрадора. Ну что, вы уже догадались, что это за место? Это биодом Монреаля. Но перед тем, как мы туда отправимся, я хочу рассказать вам короткую, но очень интересную историю. Это была бы не я, если бы я вам не рассказала историю этого места, куда мы отправляемся. Так вот, прежде чем биодом стал тем, чем он является сегодня, местом с тропиками и пингвинами, он был частью большого олимпийского проекта. Изначально здание было построено как велотрек для Олимпиады 1976 года, и там проходили велосипедные гонки. Но уже в 80-х годах его почти не использовали, и здание стояло пустым. Тогда власти решили дать ему вторую жизнь и превратили его в уникальный научно-природный центр. В 1992 году биодом официально открылся и с тех пор стал одним из самых любимых мест у туристов и местных жителей. Так что сейчас мы находимся в бывшем олимпийском объекте, который стал домом для сотен животных и растений со всего континента. Наш маршрут сегодня вот такой: 5 экосистем, 5 уникальных миров. Погнали! Первое, куда мы пойдем, это настоящие тропики. Тут очень влажно и тепло. Такое ощущение, что ты реально находишься в тропическом лесу. Кстати, почти все животные тут находятся не в клетках, а свободно перемещаются. Ведь здание специально строили так, чтобы животные ощущали себя в их естественной среде обитания. Где-то наверху среди лиан висит один из главных любимцев посетителей – ленивец. Его нужно постараться найти, ведь ленивец может не двигаться по 3 дня. Мы были несколько раз в биодоме и ни разу его не увидели. Может быть, у вас получится рассмотреть. Так, небольшая вставочка. Мы сейчас, это третий раз на биодоме, пришли, чтобы найти наконец-то этого ленивца. Тест на внимательность. Вы его увидите или не увидите? Вы только посмотрите на эту гриву. Он действительно похож на маленького золотого льва, ведь это золотистый львиный тамарин. Родом из Бразилии и, к сожалению, на грани исчезновения. И сейчас они под особой охраной и находятся в международной программе по их спасению. Каждая особь записана в специальной племенной книге. Там ее родословная, история, происхождение. Все это для того, чтобы не позволить близкородственное скрещивание. И самое интересное, все львиные тамарины в неволе официально принадлежат Бразилии, даже если живут в Канаде, России или Европе. А это его усатый родственник – императорский тамарин, одна из самых маленьких обезьян в мире. Весит всего около 300 грамм. Для императорских тамарин усы – это статус. Поэтому у них бывают бьюти-дни, где они собираются вместе и начинают ухаживать за своими усами. Расчесывают, чистят и, если надо, аккуратно отгрызают лишнюю длину. Кстати, у тамаринов и у львиных, и у императорских все по правилам королевства. Вожак – это старая и опытная самка, у которой есть своя помощница помоложе. Ну а самцы в этом обществе ухаживают за детенышами и добывают еду. А сейчас мы заходим в тоннель, где находятся ядовитые, но такие красивые лягушки. Кстати, в древние времена местные племена индейцев использовали яд этих лягушек для изготовления ядовитых стрел. А это изумрудный древесный удав. Маленькие удавы при рождении имеют ярко-красный или желтовато-оранжевый цвет и становятся такими ярко-зелеными только через 6-12 месяцев.
Также здесь находятся летучие мыши, а точнее ямайский крылан и короткохвостая летучая мышь Себа. И вопреки мифов, они не пьют кровь, а обожают фрукты, особенно бананы, манго и инжир. Так что можно сказать, что это мыши с душой ботаника. Они опыляют деревья и распространяют семена по джунглям. Звезда интернета и крупнейший грызун в мире – капибара. Капибары не такие простые, как кажутся. Они не только звезды мемов, но и отличные коммуникаторы. У них есть целый язык звуков, с помощью которых они общаются с друг другом. Каждый звук имеет свое четкое значение. Щелк значит «все окей», визг – опасность. Они умеют передавать настроение, тревогу, спокойствие и даже командовать, просто с помощью звуков. А также они умеют мурлыкать, как кошки. За все время, пока мы были рядом, эта птица усердно перекладывала солому в своем гнезде. То поправит, то перетащит. В общем, они большие перфекционисты. Пока все не будет идеально, они не успокоятся. Птичка с очень говорящим названием и легендарно громкая. Ну и близкий родственник уток и гусей. Знакомьтесь, южный крикун. Она умеет кричать так, что слышно до 3 километров. Ну а живут они парами. Один раз и навсегда. В биодоме можно увидеть две очень эффектные птицы. Розовую колпицу и алого ибиса. У ибиса длинный изогнутый клюв, он достает пищу из воды и ила. А у колпицы широкий плоский клюв, с помощью которого она отфильтровывает пищу из воды. Обе птицы живут в тропических болотах и мангровых лесах. Их яркая окраска напрямую связана с тем, что они едят. Чем больше красных креветок и рачков в рационе, тем насыщеннее цвет. А это уже родные для Канады пейзажи. Мы зашли в Лаврентийский лес, и сразу же чувствуется прохлада. В этом лесу живут настоящие канадские жители – бобры, рыси, еноты и другие животные, приспособленные к суровому климату. Кстати, бобер не просто лесной житель, а символ Канады, изображенный даже на монете. В биодоме есть классное место, ты будто спускаешься под поверхность лесного пруда и можешь заглянуть в бобровую нору. Там установлена камера, и можно посмотреть, как он отдыхает. Ну а если повезет, то можно увидеть, как он выходит поплавать. Поэтому мы решили сидеть и ждать. Но бобер не вышел. Окей, переходим к тем, кто никогда не сидит на месте, к выдрам. Это, пожалуй, самые подвижные и самые веселые жители Лаврентийского леса. Выдра не просто милая мордочка, это суперпловец, суперохотник и суперстратег. Она может нырнуть на глубину и задержать дыхание до 4 минут и проплыть под водой до 500 метров за один заплыв. У многих выдр есть свой личный камень. Они хранят его в складке на животе и используют, чтобы разбивать раковины или просто играть. Мы уже собирались уходить. Ну, как всегда, всех посмотрели, а бобров не увидели. И тут замечаем в озере бобров. Кстати, бобры – это вторые по величине грызуны в мире, после капибары. Их хвост работает как руль и балансир. Он помогает нырять, держать курс, регулировать температуру тела и даже подавать сигналы опасности. А еще они вообще не учатся строить свои хатки и плотины, просто рождаются с этой способностью. В бобриных семьях тоже царит настоящий матриархат. Главное в доме – самка. И она решает все дела, например, где построить дом и как воспитывать бобрят.
залив Святого Лаврентия и скалистые берега Лабрадора. Это место, где встречаются два мира – пресная вода из Великих озер и соленые течения Атлантики. В реальности его воды омывают берега 5 канадских провинций, а площадь залива около 250 тысяч квадратных километров. Чтобы представить масштаб, это почти как 2 Греции вместе взятые. Все устроено так, что ты чувствуешь себя не в помещении, а будто действительно вышел прогуляться вдоль дикого канадского побережья. Этот подводный мир полон удивительных существ, например, осетры, одни из самых древних рыб на планете. Они жили еще в эпоху динозавров и могут достигать до 6 метров в длину и доживать до 100 лет. Еще один удивительный обитатель залива – камбала, но она далеко не обычная рыба. Вы знали, что камбала рождается с глазами по обеим сторонам головы, как обычная рыбка, но по мере взросления один глаз перебирается на другую сторону, и рыба начинает лежать на боку, сливаясь с морским дном. Проходя через тоннель из настоящего льда, мы попадаем в субарктическую зону. И пусть здесь нет белух, тюленей или моржей, главные герои этой зоны, конечно, пингвины. Ну скажите, кто не знает Шкипера, Ковальски, Рика и Прапора? Ну ту самую решительно настроенную команду пингвинов из Мадагаскара. Ну а кто постарше, наверняка вспомнит мультфильм про отважного Лоло и его подружку Пепе. В биодоме живут сразу 5 видов пингвинов – арктический, папуанский, королевский, златовласый и хохлатый пингвин Мазели. Нам так повезло, потому что мы первый раз в жизни увидели птенца королевского пингвина, пока он весь в коричневом пуховичке и стоит рядом с родителями. Кстати, у королевских пингвинов потомство появляется всего раз в год. И птенцы остаются под родительской опекой довольно долго. Его мягкий теплый пух со временем сменится на гладкое взрослое оперение, но пока это просто милый пушистик. Пингвины – это, конечно, не только мультяшные герои и морские комики, но и удивительно трогательные создания. Например, самцы некоторых видов делают предложение своей даме сердца, даря ей самую красивую гальку. И если она принимает подарок, пара образуется на весь сезон, а иногда и на всю жизнь. Несмотря на огромные шумные колонии, родители и птенцы находят друг друга по голосу. Ведь у каждого пингвина уникальный крик, вот как у нас отпечатки пальцев. Ну а теперь немного шокирующей информации. Некоторые пингвины – настоящие клептоманы. Если им не хватает камней для гнезда, они просто воруют. Пока один старательно строит, другой тихонечко уносит его гальку, а иногда прямо у него из-под хвоста. А еще бывает и хуже. Если пара теряет свое яйцо или птенца, то они пытаются украсть чужого малыша. Короче говоря, пингвины – это не только милота. У них свои драмы, интриги и расследования. И именно отсюда, из ледяного мира пингвинов, мы заканчиваем наше путешествие по биодому. А перед тем, как попрощаться, я хочу вам кое-что показать. Помните те красивые большие статуи из живых цветов? Мы когда были в ботаническом саду, их все искали, но никак не могли найти. Так вот, сейчас они находятся в парке Жан Драпо. Идем быстренько, мы вам сейчас их покажем. Для меня биодом – это место, куда можно сбежать
хоть ненадолго от городской суеты, но не покидая города. Так что напиши, какая зона тебе больше всего понравилась. Спасибо тебе огромное за то, что ты посмотрел это видео до конца. Ставь лайки, пиши комментарии и увидимся в следующем видео. Пока-пока!